Африка — это континент, который в массовом воображении вызывает одновременно восхищение и страх. Перед глазами встают величественные пирамиды Египта, руины древнего Карфагена, оглушительный водопад Виктория и священная гора Моисея Хар-Синай. Африка воспринимается как колыбель древнейших цивилизаций, край неисчерпаемых запасов полезных ископаемых, редких видов животных и невероятных природных ландшафтов. При этом с самого детства образ Африки искажается страшилками уровня «Не ходите, дети, в Африку гулять». Его дополняют рассказы мам и бабушек о голодающих африканских детях, которыми пугают, заставляя есть невкусную кашу. С возрастом на первый план выходят уже не сказки, а образы в лице императора-каннибала Бокассы или трагические события вроде геноцида в Руанде. В итоге у большинства людей представление об Африке формируется как лютая смесь из обрывков новостных репортажей, слабых школьных знаний по географии и диких баек из желтых газет и сайтов того же цвета. Из-за этого весь континент начинает восприниматься как сплошное месиво гражданских войн, голодающих детей, военных переворотов, эпидемий и каннибализма. Хотя при всем том нельзя сказать, что всех этих бед в Африке не существует, они происходят далеко не везде и не всегда. Это подводит к главному вопросу: что же помешало народам Черного континента развиться до уровня других регионов мира? Одни считают, что всему виной засушливый климат, изолированность от остального мира. Другие утверждают, что чем легче условия выживания, тем меньше стимулов к прогрессу. Третьи вспоминают рабство и внешнее вмешательство. В итоге возникает вечный вопрос: почему Африка до сих пор бедная, и что вообще с ней не так? При этом не секрет, что Африка чрезвычайно богата природными, земельными и людскими ресурсами. Здесь сосредоточены огромные запасы марганца, бокситов, хромитов, топливного сырья, кобальтовых и медных руд, золота, платины, алмазов, фосфоритов, урана и множество других полезных ископаемых. Такие страны, как Нигерия, Намибия, Ботсвана, Зимбабве, Замбия и ряд других, входят в число мировых лидеров по добыче нефти, газа и драгоценных металлов. Общая площадь Африки составляет почти 30 миллионов квадратных километров. Даже несмотря на обилие пустынь и полупустынь, около 9 миллионов квадратных километров земель пригодны для хозяйственного использования. Для сравнения, это больше площади всей Бразилии. Сельское хозяйство остается основой экономики подавляющего большинства африканских стран. Чисто теоретически, при таком наборе ресурсов континент мог бы быть одним из самых богатых регионов мира. Говоря об Африке, важно уточнить, что речь идет прежде всего о так называемой «Черной Африке», а не о ее северной части. Север Африки относится к Средиземноморскому миру, где еще в античности существовала древнеегипетская цивилизация и располагался Карфаген. Представление об исторической отсталости Африки в цивилизационном плане сильно преувеличено, если рассматривать историю континента в целом. На определенных этапах африканские общества не только не уступали Европе, но и превосходили ее. Например, в Африке фактически не существовало бронзового века, так как не было необходимых ресурсов. Поэтому переход от каменного века сразу произошел к железному. Кроме того, здесь возникало множество государств, которые по средневековым меркам были вполне развиты и мало отличались от европейских аналогов своего времени. Ярчайшим примером этого служит империя Мали и сменившая ее империя Сонгаи, существовавшие с XIII по XVI век. На юге Африки с XV по XVIII век существовала империя Мономотапа. О ее богатстве, особенно золотом, писали еще арабские купцы и путешественники X века. К этому же ряду относится Эфиопия, известное в древности как царство Аксум. Это было одно из первых христианских государств в истории человечества.
Все эти примеры показывают, что образ хронически отсталой Африки является стереотипом. Разные народы начинали свой путь в принципиально разных географических условиях. Решающую роль в формировании обществ играют климат, доступность рек, культурных растений, домашних животных и торговых путей, а не некая врожденная исключительность. Культурные и психологические особенности формируются под воздействием фундаментальных факторов, от людей независящих. Одним из таких факторов стал климат, благоприятность которого в отношении Африки сильно переоценена. Континент часто воспринимают как нечто однородное, хотя в реальности климатические условия здесь резко различаются от региона к региону. Даже за пределами Сахары ситуация остается сложной. На западном побережье преобладает океанический пустынный климат. В центральных районах — континентальный, умеренно засушливый. На востоке — морской пассатный. В итоге даже наиболее удачные регионы остаются засушливыми и плохо приспособленными для устойчивого сельского хозяйства. Пустыня Сахара представляет собой не просто море песка. Это настоящая логистическая черная дыра. Путешествия через нее с древнейших времен были крайне опасны и затрудняли как торговлю, так и миграцию. Там, где нет активного движения людей и товаров, нет и полноценного обмена технологиями и культурой. Европа и Азия на протяжении тысячелетий были тесно связаны паутиной торговых маршрутов, включая Великий Шелковый путь. Обитаемая часть Африки при этом долгое время оставалась почти полностью изолированной от остального мира. Дополнительным ударом по развитию стали эпидемии и крайне опасная фауна. Нигде на планете нет такого количества организмов, потенциально смертельно опасных для человека, как в Африке. Австралия может составить ей конкуренцию, но это уже отдельная история. На протяжении веков демографию континента подрывали не только рисковое земледелие, но и постоянные эпидемии. Например, в Европе и Азии не существовало мухи ЦЦ, переносящей сонную болезнь. И хотя эпидемии происходили везде, именно в Африке они стали хронической проблемой. К ним добавлялись малярийные комары, глисты гигантских размеров, черные мамбы, нильские крокодилы, толстохвостые скорпионы и множество других существ, не склонных к мирному сосуществованию с человеком. Кроме того, из африканских джунглей человечество получило желтую лихорадку, одно из самых страшных вирусных заболеваний нового света. Из-за нее корабли поднимали желтые флаги с черепом и костями, а города вымирали, порождая легенды о проклятиях и мести африканских богов. Вакцина появилась лишь в 1937 году благодаря, в том числе, фонду Рокфеллеров. Однако, даже после этого болезнь продолжила угрожать беднейшим регионам Африки, как и Эбола, лихорадки Ласса, Марбурга и Западного Нила. Самым разрушительным фактором стала колонизация. Именно знакомство с цивилизованной Европой на несколько столетий превратило Африку в источник дешевых ресурсов и рабской рабочей силы. Затем континент оказался полностью поделен между державами Старого Света. Колониальное господство удерживало общество не просто на феодальном, а зачастую на родоплеменном уровне. Началось это в конце XIX века. Европа получила хинин для борьбы с малярией, нарезное оружие, промышленную мощь и знания о внутренних районах Африки. При этом она остро нуждалась в рынках сбыта. Первый выстрел в колониальной гонке прозвучал в 1876 году в Брюсселе. Тогда бельгийский король Леопольд II под видом гуманитарных проектов начал захват бассейна Конго. Так называемое «свободное государство Конго» он превратил в свою личную собственность. Эксплуатация на каучуковых плантациях, в шахтах и на строительстве дорог сопровождалась чудовищными репрессиями и гибелью десятков тысяч людей. После этого к разделу Африки подключились Англия, Франция, Португалия, Испания, Германия и Италия.
Сопротивление африканских народов, включая ашанти, зулусов, фульби, туарегов и гереро, подавлялось с крайним насилием, вплоть до геноцида. За 3 века работорговлей миллионы африканцев были вывезены или погибли. Алкоголь стал важнейшим инструментом колониального подчинения, особенно в рамках золотого треугольника торговли. К началу XX века Африка была почти полностью поделена, однако сопротивление продолжалось вплоть до 1920-х годов. Независимость сохранила лишь Эфиопия под властью Менелика II. Колонизаторы построили ограниченную инфраструктуру, школы и больницы. При этом они не сформировали самостоятельные элиты. Население не было приучено к ответственности за принятие решений. Это стало серьезной проблемой после деколонизации. В ней ключевую роль сыграл СССР, поддерживавший освобождение Африки как способ ослабить капиталистический лагерь. Особенно это проявилось после Суэцкого кризиса 1956 года. Именно при активной поддержке Москвы 1960 год стал годом Африки. Тогда 17 стран получили независимость. После этого Советский Союз вкладывал миллиарды долларов, поставлял вооружение и получал взамен сырье. Распад СССР в 1991 году открыл новый этап борьбы за влияние. США увязывали помощь с жесткими политическими условиями, которые часто не давали результата. Китай и Индия выбрали путь азиатской мягкой силы. Они инвестировали без требований демократических реформ и успешно укрепляли свое присутствие, сотрудничая с любыми режимами. В итоге совокупность климатических, географических, биологических, колониальных и внешнеполитических факторов до сих пор мешает африканским государствам стать в один ряд с ведущими мировыми державами. Попытки самостоятельного объединения, вроде инициатив Муаммара Каддафи, уже предпринимались, но закончились трагически. Поэтому остается открытым вопрос — сможет ли Черный континент наконец пойти собственным успешным путем развития? Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.